Выросшая в Эстонии, одной из наименее густонаселенных стран Европы, основатель Zaum, писатель и музыкант Роберт Курвиц, предприниматель и писатель Каур Кендер, а также художник Александр Ростов всегда стремились к искусству, от игры в местных рок-группах до написания романов. Но продолжительное время основным увлечением компании были настолки. Главным достоянием была их собственная игра, в которой вместо эльфов и гномов речь шла об автомобилях и людях в цилиндрах, мире, вдохновленном французской революцией. После основания студии в 2016 году за неимением средств было принято решение снять дешевое помещение бывшей галереи в старом городе Таллина и после недолгих собеседований начать разработку игры «Нет перемирия с фуриями». Именно такое название изначально имел проект, однако позже его переименовали в Disco Elysium. Первое собеседование мы провели на чердаке, буквально рядом с кучей голубиного дерьма. Спустя время команда переехала в Лондон. Ростов был в их числе. Это решение было вызвано многими факторами. Лучший доступ к партнерам по производству, превосходные каналы маркетинга и продаж, более опытный кадровый резерв. Но также это было сделано ввиду обеспечения безопасности разработчиков студии. Ведь Эстония и Россия спорят о своей границе уже более 10 лет, и тогда, казалось, ситуация накаляется. В течение первого года разработки команде пришлось найти свой визуальный стиль, придумать, как он будет рассказывать свою историю, да и в целом понять, как стать студией разработки видеоигр. Упростило задачу то, что до основания студии Ростов работал вместе с будущим сценаристом и геймдизайнером студии Робертом Курвицем. Тот писал свою книгу, а Ростов, основываясь на ней, рисовал иллюстрации, которые послужат фундаментом визуального стиля будущей игры. По сути, это Америка, пересекающая старую бедную Восточную Европу. Автострада, ведущая в никуда, уходящая за горизонт. Как только мы увидели на иллюстрации розово-серебристое небо, мы поняли, что у нас есть чувство покинутого Ривашоля. По истечении 5 изнурительных лет разработки игра вышла в свет. Имея завидный рейтинг на Метакритике и набрав огромное количество наград, дебют маленькой инди-студии, которая начинала свое восхождение с самых низов, достиг большего, чем его создатели когда-либо могли себе представить. И все это было бы невозможным, если бы у команды не было должного энтузиазма и доли финансирования. Игра черпает вдохновение из старых настолок, но при этом приносит много нового в игровой процесс. Например, заменяя статистику странной формой личностного теста. Вместо того, чтобы улучшать свою силу, вы увеличиваете такие характеристики, как сумрак, трепет и электрохимию. И хотя большую часть команды из около 50 сотрудников составляют писатели, как бы очевидно это ни звучало, но Disco Elysium — это прежде всего игра, а не книга, поэтому штат сотрудников включает в себя как программистов и аниматоров, так и художников. Как и в любом другом игровом проекте, огромную роль играют не только правильно реализованная механика, интересный сюжет, но и картинка. Большую часть всей входящей информации усваивается человеком с помощью глаз. И здесь не будет лишним человек, который и нарисовать сможет, и поможет направить команду в нужное русло. Профессия арт-директора сочетает в себе две сферы – дизайн и менеджмент. Человек на этой должности должен совмещать креативные навыки с организаторскими способностями, так как от слаженной работы команды и четкого видения готового продукта зависит результат. И так как готовый результат мы уже можем наблюдать, сложно отрицать то, что Александр Ростов, будучи в роли арт-директора игрового проекта Disco Elysium, справился со своими обязанностями на отлично, удостоившись также получить награду от президента Эстонии для молодых деятелей культуры на пару с Робертом Курвицем. Эстетика игры была сформирована Александром Ростовым. Так высказался о своем коллеге Каспар Тамсалу, ведущий художник игры Disco Elysium. Над игрой работало много художников, в частности Антон Вилл, который нарисовал уникальные сюрреалистичные образы для важной части игры, шкафчика мыслей главного героя. Но именно Ростов, будучи в роли арт-директора проекта, курировал весь процесс. Практически полностью нарисованная вручную игровая среда была в новинку. Гиперреализм, присущий многим играм современности, отсутствует в его работах. Собственный стиль скорее выражает отношение главного героя по имени Гарри Дюбуа к объектам мира, которые его окружают. Как полицейский, вы посещаете дома довольно многих персонажей. Места, где они обитают, должны быть расширенными портретами. В каком-то смысле это игра портретов. Сценарист расписывает манеры и убеждения персонажей игры. Актер озвучивания изображает это вживую, через выражение и произношение. Ну а художники и аниматоры изображают лица и жесты.
Искусство в игре является отражением воздействия апокалипсиса на психологию персонажей, так как большая часть мира Элизиума разрушена, и это разрушение ускоряется благодаря мистическому природному явлению, которое называют серостью. Долгое время Ростов вел блог на одном из интернет-сообществ по созданию независимых видеоигр. В нем он давал анализ психологии живописи в текстовой форме, а во время создания игры выступал хроником проекта, фиксируя все этапы разработки. Также у него есть неактивный канал на YouTube, на котором можно увидеть, как именно он подходит к написанию своих картин. За основу Ростов взял парадигму современной масляной живописи, однако некоторые картины явно отсылают к технике акварельного экспрессионизма, что позволяет использовать свет и тени для создания контраста, а отсутствие внимания к деталям вокруг краев, линии заставляют предметы казаться почти сказочно туманными. Но помимо всего, его работы также могут быть построены полностью на абстракции и иметь многослойность. Абстрактный портрет, выполненный Ростовым для игры Disco Elysium, можно сравнить с работой английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, который изобразил на холсте свой собственный портрет. А использование многослойности в работах Ростова так похоже на работы Алекса Каневского. На их картинах образы обезличены, сохранены только силуэты и позы натурщиков.